В четверг наш президент Владимир Путин произнес послание. Послание известное, направленное внутрь в рамках политической системы здесь, укрепив свое лидерство в предвыборной гонке и так далее. И послание внешнее, для того, чтобы продемонстрировать новый уровень взаимоотношений и договоренности с миром. Причем с Западом в первую очередь. Причем не с Западом, который вы разделяете, Александр Леонидович, на США и Европу. Почему-то эти теперь уходят в сторону, эти появляются. Есть коллективный Запад, он действует всегда во главе с Соединенными Штатами. Во главе с Соединенными Штатами. Сейчас Берлускони приде, порядок наведе. В Италии. Приде, наведе и так далее. И в Германии тоже договорились, там тоже теперь вернуться в нормандский формат. Несмотря на наши усилия его попытаться раздробить, пока еще не раздроблен. Так вот, после послания президента Путина, которое в мире не сильно заметили, не было просыпаний Трампа, который начал бомбить что-то твитами, не было каких-то резких заявлений его Все представителей. спали, ну спали, Все спят никто не слышал, момент. да, конечно. Почему-то вдруг так сильно не обратили на это внимание. Никита Олегович, дорогой, это только некоторые, не самые популярные телеграм-каналы сообщали о том, что никто не заметил. Заметили решительно абсолютно все. Решительно. Не то вы читаете. Все, и сейчас дрожат. За эти 3 дня выстроено 524 тысячи блиндажа подземных во всем мире, и все боятся вот этих неуправляемых ракет, вернее, управляемо-неуправляемых. И так вот, значит, что произошло с того момента, продолжилось. Юморист. Култворкер... Никита Олегович просто, наверное, рижский бальзам в голову ударил, как одному изданию, которое писало, что ничто и нигде никакой реакции не было. Все, реакция везде, блиндажей вот за эти 2 минуты еще 15 тысяч. Наверняка, а то и 18. Дайте я продолжу, пожалуйста. Продолжи. Волкер давит нас на Донбассе. Он говорит, ребята, сейчас переговорный процесс уже, пожалуйста, без ваших представителей, которых предложил Путин в тот момент, когда обсуждался, как бы с этими голубыми касками поступить. Северный поток-2 подвис. Экологи вдруг заявили о том, что они не готовы, согласовать этот момент. А экологи — это очень больная вещь для Европы. Там столько зеленых, больше, чем у нас жириновских. Поэтому, поверьте мне, это очень большая проблема для Брюсселя, для Берлина это все согласовать. Стокгольм. Замечательный Стокгольм. Мы им предъявили, по-моему, 75 миллиардов, 52. да? По одному 56, а по-другому это... В общем, много предъявили. И все это реакция на послание Путина. Правильно? Мы поставляли газ, что-то делали. Оказались еще должны 2 с лишним миллиарда. Причем ЛНР, ДНР, я вот не пойму. Ну хорошо, продолжайте. Может, подведете к этому как-то? По поводу газа. Слушайте, помните, когда была блокада Крыма, да, и торговая блокада ЛНР, ДНР? Мы говорили, как же вы дружескому народу, вот он в Крыму, здесь. А сейчас мы их морозим и радуемся, что Мы никого не морозим. Никто не замерз, кстати, справились. Хочу сказать следующее. Дальше. Что дальше происходит? Наша замечательная нефтяная компания «Роснефть» и с ней разрывает торговый контракт ExxonMobil. Важная вещь. Еще на прошлой неделе было. Совместно работали, господин Железняк очень часто говорил, мы работаем с ExxonMobil, несмотря на санкции, потому что мы берем технологии работы на шельфе. Все, нет у нас технологий работы на шельфе. Дальше что происходит? По поводу Китая. Просыпается тот самый Трамп и говорит, очень давайте интересно, давайте чуть ближе к ДНР. а сколько? Восточная Гута в Сирии, я не перебивал. Так. Восточная Гута в Сирии. По сирийскому моменту и по Ближнему Востоку Россия, как я говорил, исчадие. Иными словами, завершая эту историю, территории интегрируются всегда через силу. Всегда исторически через силу. Все хотят быть суверенными, независимыми или что-то еще. Это происходит военным образом, это происходит политическим образом, дипломатическим, гуманитарным и так далее. Поэтому любая интеграция произойдет без воли существенной части населения. То, что сейчас делают по праву сильного Соединенные Штаты Америки. Завершая, все, что мы сейчас видим... Вы еще не рассказали про американский корабль, который зашел во Вьетнам впервые с войны. Забыли, наверное, я про него. упустил этот момент, проспал. Евгений, проспал, напился с рижским бальзам. Вместе с Трампом, да. С Трампом пили рижский бальзам, все забыли, в телеграм-каналы не отстучали. Завершая все это дело, хочу сказать, это удушение будет продолжаться. Запад понимает, что Россия выложила последний козырь, не обратила на него внимания и играет свою игру. Волкер, которого мы недавно еще называли человеком без возможности вести переговоры, он общественник, непонятно кто, сейчас на всех наших телеканалах представляет Соединенные Штаты Америки, которые действительно возглавляют коллективный Запад. Кошмар. Тишина. Сергей Борисович, парите.